Привет, с вами Федор и канал Криптекса. Этот месяц уже подходит к концу, поэтому самое время посмотреть на лучшую ферму августа. Август радует нас с вами повышенной доходностью, ростом курса биткоина и совершенно не радует ростом цен на видеокарты. Поэтому если закупаться, то прямо сейчас. Очень интересными мне показались видеокарты Radeon RX 5600 XT. У этих видеокарт точно такой же чип, как у 5700, но при этом видеопамять обрезана до 6 гигабайт. И вот это обрезание получилось простым удалением двух чипов. Поэтому помимо объема видеопамяти у нас с вами также упала и пропускная способность видеопамяти. И поэтому 5600 XT выдает всего 40-42 мегахэша на эфире против 50 и более у 5700. Но у 5600 XT есть главный козырь – цена. Если верить Яндекс.Маркету, то цены на эту видеокарту начинаются от 25 500 рублей. Мне очень нравится вариант от гигабайта за 25 600. У этих видеокарт всего один 8-пиновый разъем дополнительного питания. Поэтому очень легко от одного блока питания запитать их 6-8 штук. Мне очень нравится цифра 6. Типа 6 гигабайт видеопамяти, 6 видеокарт и 5600. Поэтому давайте прикинем нашу фермочку с 6 видеокартами. 6 видеокарт 153 600 рублей. Ищу на Яндекс.Маркете подходящую материнскую плату. И нахожу материнку от Esonic на H81 чипсете. В нее как раз можно подключить до 6 видеокарт. И цена вопроса всего 3500 рублей. Под нее нам нужен самый дешевый процессор. Это Intel Celeron. Я нашел за 1990 рублей. Яндекс.Маркет говорит, что есть уценка за 650 рублей. И если есть возможность, именно такое и нужно брать. Это прекрасная возможность сэкономить. Процессоры сами по себе не ломаются, и убить их крайне сложно. Скорее всего, кто-то просто его вернул, так как купил себе более мощный. Но в данном видео я посчитаю нормальную цену 1990 рублей. Самая дешевая планка оперативной памяти на 4 гигабайта еще 1200 рублей. Для данной материнской платы нам с вами нужна DDR3. Самый дешевый SSD накопитель на 120 гигабайт еще 1300 рублей. 6 райзеров с полным набором разъемов для питания по 350 рублей еще 2100. А в качестве блока питания мне понравился этот Segatep на 1200 Вт. Он полностью модульный, к нему легко подключить 6 видеокарт, а также у него сертификат 80+ Gold. КПД лишним не бывает. Ну и цена вопроса всего 4650 рублей. Добавляем ко всему этому совершенно любой процессорный кулер буквально за 500 рублей. Итого вся тушка обойдется нам с вами в 15 240 рублей. Это полностью новое железо, прямиком из магазина и с гарантией. Вы можете обратиться к Авито, и многое получится урвать намного дешевле. Складываем стоимость тушки и стоимость 6 видеокарт, немножко округляем, и получается 170 тысяч рублей. Теперь же давайте считать окупаемость всего этого дела. 5600 XT на самом деле не очень прожорливая видеокарта, но я решил посчитать ее с довольно ленивым разгоном, без особых заморочек с даунвольтом. То есть то, что может сделать абсолютно каждый, не тратя никакого лишнего времени. Получается, что одна видеокарта потребляет 110 Вт электричества, 6 штук 660 Вт. Добавляем потребление процессора 720 Вт. Пересчитываем это по 90% КПД, получается ровно 800 Вт из розетки. На всякий случай уточню еще раз, это максимально ленивые настройки, и вы можете получить потребление даже ниже 700 Вт из розетки. Просто нужно будет потратить больше времени. Одна видеокарта выдает 42 мегахэша на эфире, ну а 6 видеокарт, соответственно, 252 мегахэша. Ну и вбиваем все получившиеся цифры в калькулятор Криптекса. Сперва с нулевой стоимостью электроэнергии. Получаем доходность 821 рубль 72 копейки в день. Теперь давайте прикинем стоимость электроэнергии как 4 рубля.
Так получается в среднем по России. И теперь доходность 744 рубля 92 копейки в день. Переключаемся на вкладку «Окупаемость» и видим, что она составляет 229 дней. Вот такая вот у нас получилась фермочка. А самое главное после ее сборки — это установить Cryptex. Скачать его можно по ссылочке в описании. Ставь палец вверх этому видео, подписывайся на канал, долби в колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Совсем скоро у нас будут тесты новых видеокарт в майнинге. И до новых встреч. Пока. Чем больше ферм я соберу, тем больше денег получу.